Всем привет! Сегодня мы проделали путь в 350 километров, чтобы провести этот день с Кристаллайзом. Мы в его родном городе Ровно, и прямо сейчас Влад наводит марафет. Впервые вижу тебя в очках. Ну и что? Идут? Идут. Влад, вот вы только что вернулись с буткемпа, в принципе, с приятной победой в руках. Но если абстрагироваться от результата на этих квалификациях, в целом ты сейчас доволен, как у вас налажена работа в команде? Да, сейчас все отлично. Мах в последние дни особенно начал подключаться, потому что он боялся, что мы вылетим, и он начал брать на себя много ответственности. И это разгрузило Акбара, и Акбар в некоторой степени стал лучше играть и не зацикливаться именно на капитанстве. И сейчас все очень хорошо наладилось. Новая мета. Вы как, адаптировались уже по ходу турнира? Ну, если брать из результатов, получилось, что так. Адаптировались, подсмотрели у некоторых команд, что-то как лучше. Ну и начали что-то свое пробовать. Вот у Мага приходят ясные мысли ночью, и он пытается реализовать это как-то на тренировках. Сильно ли поменяли твоих героев? Ну, в плане, изменился ли вот как-то твой плейстайл после нового патча? Да, я начал играть по сути на всех хардкэри. Ну, то есть мне их стали чаще пикать. Как-то вот все вот эти разоры, ну, короче, плеймейкеры ушли как-то на второй план именно у меня. Ты рад или наоборот? Да, я рад, наконец-то дождался этот патч, потому что я обычно был не любитель таких плеймейкер-героев, потому что не особо любил активничать в начале игры, и вот не понимал, как это лучше делать. Если проанализировать вот все время, которое ты в Нави уже 1,5 года, лично, ну, я вижу по разным аспектам твой личный рост. Вот ты, как ты себя ощущаешь? Что у тебя изменилось за эти 1,5 года? Вот как ты сам изменился? И в игровом плане, и в неигровом плане. А вот и Влад. Привет. Привет. Яна. Влад. Приятно. Именно. В игровом плане, как по мне, я очень вырос благодаря вот посту. Он очень много мне помог. В игровом плане многому научил. Большое спасибо ему за это. Ну и множеству тоже еще аспектам поведения на турнирах. И Что, например? давление на турниры, как в официальных играх справляться со стрессом и тому подобное. А давление ты больше чувствуешь сам на себя, или зрителей на тебя, или команды на тебя? Да, больше сам на себя скорее. Вот, когда бывает такое предчувствие, что что-то не так идет, как все должно. Вот с этим надо как-то бороться иногда. I just wanna say, hidden treasure when I found you. Think I love everything about you. I never have a reason to doubt you. И третий Ликвид. Что? Да? Ликвид? Да, Ликвид. Что Нави может перенять у этих команд? Ну, Secret это драфты. Они Secret очень много придумывают своего, что-то нового. И если у них это получается, очень многие берут на заметку. Например, даже Легионка, Брюмастер пятерки, Луна четверка. Вот они очень много придумывают своего. Virtus.pro очень стабильные пики. То есть у них очень простые пики, но они очень круто ими отыгрывают стабильно. То есть они делают максимум своим пиком и выжимают из него максимум, что могут. Liquid это игра 4+1, скорее всего. Влад, твои 3 цели на этот год? Наверное, первое взять топ-1 ММР.
Вторая... Подожди, ну топ-1, и надо же держаться. Ты можешь топ-1 взять, а потом завтра оп, и день у тебя не так начался, и все, и нет топ-1. И уже топ-100. Топ-1 взял и сиди там, не играй. Все. Смурфи. Ну да. Ну давай дальше. Вторая, наверное, попасть на инт. Ну и постараться попасть хотя бы в топ-3. Ладно, вот так. И третья, наверное, больше заняться своим здоровьем. Ой-ой-ой. Что по здоровью? Спорт. Сойдет все. Все по чуть-чуть надо делать. Хорошо. Ну ладно, пойдем, наверное, кушать. Мы уже порядком проголодались, и там мы продолжим общаться. Пойдем. Вообще, слово кушать, оно такое, это очень царское слово. То есть это вот королям говорят тропе, да, вот кушать, а нормальные люди едят, поэтому мы идем есть. Или все же кушать. Хочу поговорить о твоих тиммейтах. Этот состав уже около полугода существует. И мне хочется начать именно с Акбара. Многие игроки, которые даже не находятся в Наве, говорят, что Акбар вносит очень большой импакт и очень много делает по игре, как и в микро, так и в макро. Вот хочется услышать твой взгляд, знаешь, как бы изнутри, вот какой глобально импакт вносит Акбар? Да, по сути, весь импакт в команде вносит он, если так брать именно командных действий. Потому что, не знаю, у него свое видение игры, которому он пытается нас научить, и чтобы это получалось, нужно, чтобы каждый понимал, как это работает, и вот он пытается каждому научить играть в эту вот его доту именно быструю, моментально реагировать. Макро, большинство колов именно идет от него. То есть он берет людей с собой в смог, он говорит на несколько минут вперед, что мы хотим, что мы должны сделать, где мы должны играть, скорее всего. Какой-то защищать, может быть, даже стоять вард, потому что он хочет просто стоять и возле базы. И в таком темпе. Скажи, вот он, я так понимаю, он полностью диктует, условия, как вы должны играть, я так понимаю, его видение. Принимаются ли какие-то ваши идеи? Вот просто со стороны звучит так, будто бы он такой, знаешь, такой очень властный, и нужно играть именно по его плану. А если вот, например, у тебя есть видение, ты можешь ты видишь, что-то можете сделать. Принимаются ли идеи? Ну да, как-то со стороны звучит, что все он делает, но он очень часто говорит, что каждый должен делать то, что он хочет на карте. То есть, если он чувствует, что ему нужно туда пойти, иди. То есть, хочешь пофармить, пофарми. И после игры это уже больше смотрит, это правильный или неправильный мув. То есть, личная инициатива, она приветствуется? Да, очень приветствуется. Он и пытается на этом больше акцентировать внимание, что разговаривать в команде должен каждый. Идем по местному Ровенскому парку. Правильно говорить Ровенский? Ровенский. На русском. А как же Ривненский? Ривненский. По Ривненскому парку идем. Здесь хотели посмотреть на лебедей, но они, улетели где-то. Да, тут все замерзло и довольно-таки холодно, но симпатичный парк. Вот глобально, если у вас есть какие-то недоразумения или какие-то выяснения по игре, то есть уже отыграли игру, начали разбирать какие-то там недопонимания, как быстро атмосфера приходит в норму? Отходчивые ли у тебя вообще игроки в команде? Да. Как долго может длиться тильт после игровой? Да, тильтом, наверное, такового нет. Просто иногда дольше обсуждаем один момент, потому что, реально расходятся мнения. Например, 3 за этот вариант, 2 за этот. И не можем. Тут уже начинается на минут 20. Каждый рассказывает, почему так или почему так должен было сделать. А бывает такое, что вы, например, сыграли плохо, отыграли, поссорились и разошлись. Каждый пошел по комнате и до завтра не выходит. Или может быть, вы сразу на месте, это интересно.
Это же как конфликтология. Понимаешь? Поссориться нет, но иногда есть такое, что можем, вот сыграли игру, ну, если это особенно последнее, то надо разойтись друг от друга, и уже вот, когда все остынут, ну, и собраться вместе, посмотреть. Обиды друг на друга не таите? Никогда не было такого. Ну, это хорошо. Это хороший признак. Конфликты всегда бывают, но вот насколько быстро вы можете их решать, это хорошо. Близи. В начале, как только состав собрался, очень много было внимания на Близи, то, что он якобы фаны или хейтеры писали, что он там не справляется где-то. Вот сейчас же, судя вот по предыдущим играм, по квалификации, Близи прям божил, ну, действительно. И вот вопрос такой, и там даже фаны переобулись уже, о, Близи. Что произошло? Это личностный рост, это какой-то, ну, не знаю, планомерные там тренировки и так далее привели к этому, или это может быть, знаешь, вот он в мету вписался и прям его. Как ты думаешь? Да, мне кажется, больше всего это какое-то было предвзятое мнение с Веги, что у них в Веге все было плохо, не получалось, то есть и у самого Близи, ну, то есть нет результатов, по сути, они проигрывают, значит, во всех как бы может быть какая-то проблема. Вот, может, с этого больше всего, мне кажется, было, а когда мы начали побеждать, вот тут уже, ну, и показывается его скилл, по сути, как он играет, как действует в игре и все в таком темпе. Слушай, Влад, а у меня вопрос возник. Обычно он как молодежь здесь, как бы тут знакомится с девушками, или где в Ровно познакомиться с девушкой можно? Ну, Влад, когда будет невеста? Когда ты придешь маме домой, девушка скажет: мама, это Тамара, и она будет жить с нами. Не знаю, честно говоря. Вообще, Не знаю. хорошо, тогда такой вопрос. Девушки в доте, ну, у дотеров появляются, плохо или хорошо? Мешают ли они играть? У каждого, наверное, по-своему. Ну, и вот, например, взять Дэнди, ему не мешает играть, как бы. Взять Рамзеса, он говорит, что плохо. Рамзес сам говорит плохо. Ну да. То есть у каждого, наверное, по-своему как-то. Теперь поговорим о Мэджике. Когда он тоже пришел еще, вот, полгода прошло, был паб-игрок, об этом и Мак говорил. Сейчас уже в нем чувствуется профессионал. Вот тоже вот ты расскажи о нем. Действительно ли он уже вот профессионал? Ну, он очень много старался. Вот, наверное, больше всех, потому что ему, наверное, было сложнее всего переходить с паб. Ну, у всех были, по сути, хоть какой-то опыт уже профессиональный. У Мэджика, по сути, его не было. Плюс давление-то какое? Да, и плюс он пришел на место Дэнди, за ним более пристально смотрели. Он очень много старался, он много матчапов, новых героев добавил в свой пул. Ну, и сейчас, профессиональный игрок, да. Ну, я так понимаю, он действительно трудяга, потому что действительно он так расширил пул. Многие тоже говорили, что вот у Мэджика узкий пул, там 3 героя, а сейчас на квалификации только посмотри на Разори, на Макаки, там, на том, на Лондруиде. Да. Как вам опыт с Лондруидом? Ну, Бывало и лучше? да не то, что с андроидом, просто смотрели, как играет Liquid. То есть пытались у них перенять, но не особо это получалось. Мы хоть и побеждали, но шло как-то все криво, не так как у Liquid, да. То есть и мы понемногу как-то отошли от него больше. Ну, то есть это неверочный сейчас герой у нас, так сказать. Okay. А какие вот такие, что вот прям на верочку сейчас? Именно у Мэджика? У Мэджика. Разор, наверное, в первую очередь. Хускар, ОД. Темпларку, я смотрю, вы вообще сейчас не берете. Да. Ну, он, как выпустили патч, он посмотрел на темпларку, попробовал на нее поиграть и говорит: нет, сейчас это абсолютно не работает, надо забыть про нее и пробовать с другими героями играть. Хорошо. Чу. У нас Чу остался. У вас с Чу самые, наверное, теплые отношения, как мне кажется, вот со стороны. Расскажи о его вклад, в команду. Каков он в игре, каков он вне игры? Что за человек? Человек-мем, можно сказать. Ну, всегда все веселые истории происходят с ним.
То есть вот больше всего рофл, можно сказать, от него идет. То есть иногда, как сказать, поднимает настроение вот именно своими историями. А в игре? В игре В игре такой же рофлер? Ну, вообще я замечаю, что у него такая манера общения, даже в игре он может говорить, ну, то есть, как он дает колы, иногда мне даже забавно. То есть, вроде по существу сказал, ну, действительно надо, но он так подбирает такие выражения, такие слова, что это довольно-таки забавно. да, ну он особо он не рофлит на КВ, конечно, и на официальных тем более. Он больше молчун в игре. Но он, Именно. знаешь, надежная четверка, молот. Есть ли у тебя такое ощущение, так, вот сейчас пойду счу и развалю? Вот у меня сюда есть уверенность, что мы всегда пойдем на лайн и развалим. А вот у таких, честно говоря, не знаю. У Близи не знаю, есть ли такая уверенность. Но мы всегда шли с чего шоу вместе на линию, мы разваливали всех. Прихожу я с Акбаром, у нас все идет в разные стороны. Класс. Мак у нас остался. Мак – это человек MVP на последнем буткемпе. Ну и вообще, тоже опять-таки со стороны, то, что свои наблюдения он много делает. Он много постоянно форсит, давай 1 на 1 постоим, давай попробуем какие-то линии. Вот расскажи о том, вот насколько тебе приятно с ним работать и что тебе нравится в его подходе. Ну, вот больше всего нравится, что они с Акбаром вот работают над пиками. Потому что было такое, ну, мне не нравился наш пик, то есть раньше я на этом делал акцент, мы как-то это не особо разбирали. Когда Санейка пикал или когда кто пикал? Когда был прошлый состав, можно сказать. Вот мы, ну, они делали акцент на пиках, вот. А я вот больше за эти пики зацеплялся с самого начала. Сейчас они разбирают очень много, пикают друг против друга, вот это, наверное, больше всего нравится. Ну вот то, что Мак теперь взял в свои руки, это вы как планируете? Вы общались вообще? Планируете и дальше такой Да. системой придерживаться? Общались дальше и решили, что Мак будет дальше пикать, пока у него есть уверенность именно в своих пиках. А как он пикает? И вы ему что-то еще параллельно советуете? Или он больше вот абстрагируется от вас и сам набирает? Как это происходит? Если месяц назад брать, то он пробовал также пикать. И Но вместе с вами. да, вместе с нами пикал, и было все не очень хорошо, потому что было, ну, каждый свой герой предлагал, у него получалась стоянка, он говорит, что я уже напикал тут, короче, совсем не то, что он хотел. А вот в последней квалификации он как-то сильно поменялся, потому что он побоялся, наверное, что мы вылетим уже. Он неправильно понял формат турнира, он думал, что мы уже в группе там вылетаем, он серьезно взялся за этот турнир и говорит, давайте, я уверен в своих пиках, давайте играть. Вот, и он начал уверенно выбирать героев и иногда изредка, ну, спрашивать, на каком лучше. Ну, например, вот в последней карте против Гамбит, ну, типа, он меня спрашивал уже на последний пик, ты лайфстиллер или ты Эрнаут, вот, и прислушался ко мне. Это тогда на лайфстилере. Да, Рад возвращению лайфстилера? конечно, очень рад. Класс. Ребят, в ближайший месяц у парней будет такой довольно-таки плотный график. Сейчас они будут играть в Виплей онлайн-турнир, потом квалификации на Мумбай, а потом уже собираются на буткемпы, готовятся к мажору. Следите за нами в наших социальных сетях, и на ютубе еще будут выходить новые видео. Спасибо, что смотрели это видео. С вами были Влад Кристалайз Кристаник и Яна Петров Химченко. Потемикали вас. И ты темнее. Нет.